Господа, те из вас, кто пытался купить новый автомобиль или пытается сделать это сейчас, понимают, что на самом деле трудностей великое множество, потому что где-то нужных моделей нет в наличии в связи с текущей ситуацией, где-то их продают только с учетом уже всех установленных допов за килоденьги, а кто-то наоборот устраивает акции и распродажи. Так вот, есть сервис autospot.ru, на который вы можете зайти и посмотреть приложения от официальных дилеров на все у них имеющиеся в наличии автомобили, реально живые, причем по ценам уже с учетом всех скидок, акций и подарков. Это самое главное. Вы заходите прямо на один сайт и там сразу видите, при каком условии можете получить скидку. Вы нажимаете плашку «Сниженная цена» и под ней вам сразу раскрывается менюшка, что какую-то скидку вы можете получить за трейд-ин, какую, если возьмете машину в кредит и так далее и тому подобное. Таким образом, вместо того, чтобы бегать весь день по всем салонам, по всем маркам и узнавать, где сколько стоит, заходите сразу на autospot.ru, выбираете понравившуюся вам марку и модель и приходите и сразу покупаете ее уже за указанный ценник. Хорошо, допустим, вы уже купили автомобиль и искать вам его больше не нужно, но нужно проходить плановое ТО, поэтому система та же. Заходите на autospot.ru, выбираете нужную вам марку и модель, и вы видите все предложения по городу, в данном случае это Москва и Санкт-Петербург, на ТО от разных официальных дилеров. Выбираете понравившуюся цену, приезжайте и экономите. Причем участвуют в выдаче только официальные дилеры, так что машина с гарантией не слетит никогда. Очень ценный портал autospot.ru, заходите, экономите время и деньги. Господа, здравствуйте! Она немножко грязная, но мы это сейчас исправим, не переживайте. Дело в том, что сегодня на тест-драйве электромобиль, за которым и есть будущее. Когда какие-то дурачки-обзорщики, часто сидя в каком-нибудь Тайкане, и-троне, iPace, например, как я это уже делал, и прочих машинах за 6, 8, 12 миллионов рублей в каких-нибудь топовых Tesla, говорят: ребята, это будущее. Когда почему-то вы сидите в S-классе или в Rolls-Royce, вам не кажется, что это будущее, потому что вы никогда за него фактически, как и мы все, не сядем. Однако, кроме электромобилей за дикие, безусловно, деньги, которых у нас никогда не будет, есть еще и массовый электромобиль. Тот, который с наибольшей вероятностью вы можете купить и ездить на нем или увидеть у себя во дворе, потому что большая часть, львиная доля на сегодня существующих электромобилей в России — это Nissan Leaf, который стоит 500 тысяч рублей БУ. Поэтому массовый электромобиль — это и есть та машина, за которой будущее. И у нас в России на сегодня продается Jaguar I-Pace, Audi e-tron начала продаваться физически позавчера. Позавчера начала продаваться реально Audi e-tron. Это была вторая машина, которую можно купить в России, электрическая. И третья, господа, это Jack. Электрический Jack, который называется, сейчас у него есть название модели, и оно звучит как Jack IEV7S. Я поэтому не могу его запомнить, я читаю то, что написано на коврике. Серьезно. Да, так и есть. Вот это он, и он призван стать мессией, тем, кто уничтожит всю эту дорогую чепуху, которую совершенно непонятно, кто будет покупать. Дело в том, что эта машина стоит в Китае, если с юаней перевести на рубли, 1 миллион 200 тысяч рублей. Всем хана, казалось бы, все, можно забывать про все, что существует сегодня в дешевом сегменте с двигателем внутреннего сгорания, потому что за 1 миллион 200 тысяч рублей в Китае можно приобрести точно такой же автомобиль. Казалось бы, да, живи да радуйся. Как бы не так, господа, эта машина продается в Европе. И судя по тому, что все тест-драйвы, которые я на нее нашел на немецком языке, видимо, не только в Европе, а только в Германии. И там она стоит 33 тысячи евро. Как быть? У нас есть две цены. 1 200 000 рублей в Китае и 33 тысячи евро, что, напоминаю вам, более 3 миллионов рублей в Европе. А цены в России мы не знаем, а узнаем ее только сегодня, 22 сентября, когда, видимо, выходит это видео. Потому что презентация совершится этой машины только 22 сентября, а снимаем мы все с вами это. Какое сегодня число, кто-нибудь знает? 6 сентября. То есть мы цены не знаем и не узнаем никак. И отсюда главный вопрос: получится ли у этой электроштуки вообще что-то в России? Мы начинаем.
Не каждый электрокар, господа, имеет подкапотку такую, как здесь. Дело в том, что нас ожидает с вами небольшой сюрприз. Судя по приборной панели, как я уже и говорил, машина лисовалась с Nissan Leaf. Если мы откроем капот, мы увидим компоновку абсолютно идентичную Nissan Leaf. Несмотря на то, что представители компании JAC утверждают, что все-таки эта машина сделана в альянсе с Volkswagen, хотя, в принципе, если мы откроем капот E-Golf, то мы увидим там примерно очень похожую картину. Это говорит о том, что архитектура постройки этих автомобилей была примерно одинаковая, и они первично строились из автомобилей с традиционным типом двигателя внутреннего сгорания. Проще говоря, я имею в виду то, что если мы откроем любой капот современного электромобиля, мы там, как правило, не увидим ничего. Здесь будет какой-нибудь бокс для вещей, и такой же будет сзади. А вся архитектура размещения необходимых вам узлов, она уже будет рассеяна по кузову. Если вы переделываете машину из обычного кроссовера, вы себе это позволить не можете, потому что нету столько пространства там, где оно есть у кузова, который создан индивидуально под электромобиль. Поэтому мы видим здесь все то же самое, что у Nissan Leaf и у E-Golf, машины, которые изначально были собраны по архитектуре, как будто бы они бензиновые. У нас есть место для двигателя, в котором действительно располагается двигатель, но он там внизу, вот там. Сверху над ним два инвертора. Один ходовой, вот этот вот, мне так кажется, по крайней мере, потому что к нему подходит охлаждение, соответственно, он на большие токи перерабатывает и отвечает за то, чтобы электричество с аккумулятора подавалось на электрический мотор. И второй инвертор у нас зарядный. Он отвечает за то, чтобы ток от этой розетки подавался на этот инвертор, перерабатывался и запихивался в аккумулятор. При этом на нем же охлаждения нет, то есть он не охлаждается. Хотя нет, трубки какие-то и туда подходят, но их гораздо меньше. То есть вот этот ходовой, он прям мощно охлаждается, весь собака сутулая. Возможно, я даже при этом, кстати, ошибаюсь, но вот по моим прикидкам именно так. В общем, это два инвертора в любом случае, под ними снизу один единственный безальтернативный двигатель на 85 киловатт, 115 лошадиных сил, если конвертировать. И возле него стоит же, естественно, одноступенчатый редуктор понижающий, потому что отсечка у электрического двигателя у нас 9000 оборотов. Естественно, ограничивается она электронно. Дальше через понижающее число обычный свободный дифференциал, два привода на два колеса. Сама батарея у нас находится под днищем, она плоская, она содержит в себе 39 киловатт-часов. Это довольно много. К примеру, у того же I-Pace это 100 киловатт-часов, это вообще много. И Audi e-tron, по-моему, на сегодня выходит 95 или 90 киловатт-часов. Что при этом эти 39 киловатт-часов дают вам максимально возможный пробег в эко-режиме 350 километров, а фактически подо мной машина проезжает, это проверенная железная цифра, 260. Подо мной, ребята, это с печкой, с музыкой, фарами, без эко-режима и в режиме педаль в полу. Педаль в полу, потому что, как я уже и говорил, максималка на педали в полу 130 км в час. Поэтому, собственно, что париться? Выехал на кольцевую, бам! Едешь, штрафы не приходят. И лупишь на этом ограничителе всю кольцевую, не паришься. То есть это совсем не экономичный режим. И все равно гарантия 250 км есть. Что, как заявляют представители компании JAC, является чуть ли не лучшей энергоэффективностью в классе. То есть эта машина может проехать больше всего километров, имея такой объем аккумулятора. Что на самом деле не точно, и все эти измерения, они всегда вот с такой звездочкой. Кто их проводил, каким образом, что за энергоэффективность, какой был ландшафт, какая температура воздуха, с чем вы сравнивали, все эти циклы, которые не имеют общего отношения к реальной жизни никакого. Ладно, короче, забудем. Тем не менее, я забыл рассказать, нет, мы снова открываем капот, и я забыл рассказать на самый часто встречающийся вопрос, когда любой человек, не связанный с электромобилем, открывает этот капот и видит обычный аккумулятор 12 вольт. На Шиша Костян спрашиваются все, говорят мне, здесь находится в электромобиле, у тебя там электричество, поселок подсветить можно, у тебя здесь обычный, кислотный, самый автомобильный в мире аккумулятор на 12 вольт. Как же так? Ведь там же столько всего вкусного, а у нас по-прежнему стоит эта шелуха. Объясняю, господа, подробно. Дело в том, что основной литиевый аккумулятор, он настолько безопасен, что он постоянно или горит, или взрывается, или убивает все вокруг себя. Поэтому при первой же возможности его нужно отсоединять от машины, чтобы он с ней никак не общался. Иначе все умрут.
Это будущее, ваше будущее, если вы как бы любите электромобилей. Поэтому существует обычный 12-вольтовый аккумулятор, на котором живут все мозги и все управляющие блоки этого автомобиля. Когда вы запускаете автомобиль кнопочкой старт-стоп, первично он запускается от этого аккумулятора. Он понимает, что литий, похоже, еще никого не убил. То есть кролики где-то бегают, полярные медведи еще существуют, выброс кислоты в атмосферу не произошел, или лития, или чего уж там. Можно подключать тот аккумулятор. Срабатывает немеренное силовое реле. Все, теперь у вас подключился литий, и литий уже обратно подзаряжает потерянное электричество на этом аккумуляторе. Если этот аккумулятор сядет, этот именно, а не литиевый, машина не запустится. И уже реально есть куча случаев, когда Nissan Leaf, тот же, допустим, с большим пробегом старых годов выпуска, пишет сообщение в чат какой-нибудь типа ВНД вашего города, ну, взаимопомощь на дорогах, такие паблики есть ВКонтакте, помогите прикурить электромобиль. Что начинается в комментариях? Начинается примерно то же самое, что сейчас за камерами. Как же прикурить электромобиль? Ведь его нужно будет прикуривать 2 недели, чтобы он куда-то уехал. На самом деле нет. Вы действительно, когда сел этот аккумулятор, прикуриваете этот аккумулятор, он срабатывает, мозги поднимаются, подключается литий, все, едем. Вот такая ситуация. И так будет во всех электромобилях без исключения, потому что самый безопасный в мире экологичный электромобиль рискует убить нахрен все вокруг в этом радиусе, если вдруг электрическая батарея начнет гореть. Именно поэтому эта электрическая батарея находится в таком идеально герметичном, практически бронированном стальном корпусе, в который она вся и спрятана. Кстати, сама батарея здесь сделана как в Тесле. Она на элементах 18650. Проще говоря, у вас миллиард вот этих вот маленьких пальчиковых батареек, которые уже объединены в кластера побольше, которые уже объединены между собой в батарею. О чем это говорит? Что архитектура этой машины старая. Все время в этом видео я буду говорить, что нам пытаются продать старую машину. Так делает Tesla и по сей день. И по сей день это вызывает нарекания у всех остальных производителей электромобиля. И по сей день все остальные, кроме Tesla, производители электромобилей, делают батареи по-другому. Дело в том, что эти пальчиковые элементы, они имеют круглую форму, бочкообразную, 18650. Все прекрасно их знаете. Причем здесь используются самсунговские эти пальчиковые батарейки, грубо говоря, элементы. Они не идеальной формы с точки зрения компоновки, потому что бочонки, составляя между собой в кластере, оставляют много между собой воздуха. Все остальные производители используют уже плоские элементы литиевые, которые можно компоновать более плотно. Таким образом, размер самой батареи можно делать, общий размер всей батареи можно делать или более оптимальным, или просто меньше. Плюс к таким бочонкам очень неудобно подводить охлаждение. Плоские элементы в этом плане гораздо проще. То есть вам, чтобы элемент охлаждения облегал бочонок, он тоже должен быть сложной круглой формы. С плоскими элементами вы пластинами запускаете охлаждающие какие-то секции специальные, и они охлаждают уже литий. Здесь все по-старому. Несмотря на то, что компания JAC гордится этой батареей, но все остальные не европейские, японские производители от этого давно отказались, потому что это нелогично, неэффективно и сложно охлаждаемо. Сейчас, конечно, опять же, представители электродвижений начнут бомбить, что, Костя, ты не понимаешь, это же божественная Tesla. Она не продается в России, не подлежит гарантии, и вы не сможете ее здесь починить. Если вдруг она у вас сломалась, добро пожаловать в сервис к армянам. Удачи! Это жизнь владельцев Теслы. Я с этим не согласен, поэтому я рассказываю только про те электромобили, которые официально продаются в России, на которые можно получить гарантию, которые продаются у дилера, вы можете прийти купить и ни о чем не беспокоиться, не задавать вопросы, где я буду это чинить. Почему эта тачка крутая? Во-первых, представьте, что все машины, которые стоят в вашем дворе, то есть, допустим, машины ценового сегмента за 1-1,5 миллиона, то есть там какая-нибудь Шкода Рапид, да, полуседан, Renault Duster, Renault Captur, Kia Seltos, например, Крета, да, и все вот эти начальные кроссоверы, которые мы любим, вдруг стали электрические, ну чуть дороже. Это же прикольно. То есть это именно та машина, которая нужна нам. Нам не нужны супер понты, супер кожа, 400 лошадей, какой-то нереальный разгон, как до этого все вам рассказывают про электромобили. Вот она, обычная тачка, только с батарейками. Предварительно уже разряженная. Не обращайте на это внимания, мы это сделали специально. Дело в том, что ездить на ней можно действительно... Я заряжал ее последний раз, по-моему, в начале недели, сегодня воскресенье. Это факт. То есть я всю неделю ездил по чуть-чуть и разряжал ее, чтобы именно к тесту у нас произошло сегодня что? Самое всеми любимыми зрителями событие. То есть разрядка этого автомобиля.
Коробка, естественно, у нас автоматическая, потому что ее просто нет. Мы включаем драйв, но это все эмуляция, понятно, режимов. Начинаем ехать. Электричка, так и есть, да, поехала электричка. В нашем распоряжении всего 115 сил, но они распределены немножко по-другому, не так, как бензиновые. Момент начинается сразу весь, и его 270. 270 ньютонов. Сколько у тебя в машине? Вот у тебя 2 турболитра BMW, мощный мотор, действительно. Не помнишь, сколько у тебя момента? Не знаю. Мы ошиблись, мы обратились не по адресу. В общем, так или иначе, 270 ньютонов, которые работают практически сразу, с 30 оборотов. Через это создается ощущение, что мотор дико валит, дикий пинок с места. Плюс, когда вы разгоняетесь на электротяге, вот мы сейчас едем, педаль в пол, смотри, в пол. То есть ей не нужно переключаться, ей не нужно раздуваться, ей не нужно подкидывать новую передачу, она едет сразу и моментально. Поэтому отклик на педаль газа феерический. Лучше, чем у любой тачки, лучше, чем у спортивного автомобиля на V8. Потому что даже суперспортивному автомобилю, когда вы едете в комфорте, нужно пару передач скинуть, чтобы он повалил и режим работы был оптимальный. Здесь он оптимальный в любую долю секунды. Это необычно, потому что вот ты едешь, все. Сразу же мы едем просто моментально. Через это, конечно, создается ощущение, что мотор валит. Плюс у нас сейчас вот такой шум в салоне. Через 95 секунд мы нажмем педаль в пол. В отличие от бензинового двигателя, какой первый прикол? Когда ты на бензине нажимаешь педаль в пол, что у тебя происходит? Бум! Ты видишь тахометр в отсечке, мотор ревет. Это гипотетически у всех ассоциируется с тем, что вы вытаскиваете ресурсы из двигателя. Мотор в отсечке — это не очень хорошо. В понимании любого водителя, если он, конечно, не так молод, как вы. Да, потому что мотор в отсечке — это круто, да, вы скажете? Особенно, если это вэшка турбовая. На самом деле нет. В повседневной жизни, конечно, когда у вас мотор ревет, это ощущение, что что-то уже прям максимально на грани. С электрическим мотором через 50 секунд у вас уже, естественно, этого не произойдет. У вас будет примерно тот же уровень шума, исключая звук ветра, шум печки и так далее. Стоим себе и стоим. Через 18 секунд можно же с 2 педалей это сделать без разницы, потому что вот газ отключается, когда у вас нажат тормоз. То есть просто вот я могу обе педали зажать. Вот я сейчас стою. Ланча пока нет, да? Смотри. 5, 4, 3, 115 сил, 2, 1. Пам! Сотка. Я могу сказать честно, разгон на Солярисе эмоциональнее гораздо. Причем ехать он будет примерно так же. Ну и снова в пол. Да, это 115 лошадей, нас 2 в салоне. Тем не менее, мы позже сделаем заезд с аналогичным бензиновым двигателем по мощности этому и поймем, что лучше, едет электро и бензин. В данном случае, за счет того, что у нас условно мотор не ревет, коробка не пинается, ничего там никуда не греется, не жужжит, не визжит, кажется, что тачка не едет вообще полностью, прямо стоит на месте. Даже сейчас вот. Что поменялось? Я педаль в пол зажал. Да ничего, просто мы стали ехать чуть быстрее. Это все создает иллюзию, во-первых, что у вас супермотор с одной стороны едущий, с другой стороны одновременно не едущий. То есть, когда вы хотите кого-то обогнать с 60, с 50 и нажимаете в пол, и она сразу реагирует. Справа у нас Королла, смотри. Не Королла, а Венсис Сарай. То есть, опять же, какой минус? Смотрите, у вас есть бензиновый душный мотор. 1.6 какой-нибудь шестнарик, да? Даже на коробке автомат у вас есть подобие ланча. Вы можете бензиновый двигатель раскрутить перед стартом. Здесь невозможно раскрутить двигатель перед стартом, за которым нет коробки. Он всегда соединен редуктор с колесами. Он стартует всегда с 0 оборотов. И на этом 0 оборотов у этого двигателя 0 ньютон-метра крутящего момента. Даже когда вы делаете это на Солярисе, вы все равно ланчуете, вы можете оборотов добавить. Солярис всегда стартует хотя бы со 100 ньютонов, со 100. И вот эта первая секунда, пока здесь ньютонов 0, а у Соляриса 100, даст в любом случае любому бензиновому мотору прыжок. Все меняется, когда вы рассказываете про какие-то гиперэлектромобили, у которых там 700 моментов, 800 моментов. Там, чтобы мотору выйти на максимальный момент, нужно там полсекунды, треть секунды. Здесь... Ну, вы видели, да, как это происходит? Я отпускаю тормоз, поднимаю ногу, секунда проходит, она начинает ехать. И тут я только что вам рассказывал про какую-то скорость отклика, реакции, ее нет со старта.
И не может быть, потому что момента здесь всего 270, всего 115 лошадей. И выходят они только через первую секунду после того, как мотор начал крутиться и набрал обороты какие-то хотя бы минимальные. Вот с места мы сейчас слоганом будем закусываться просто один в один. Но при этом 100% мощности на этом двигателе вы используете гораздо чаще. Почему? Потому что, опять же, вы едете на бензиновом моторе, хотите разогнаться в пол, он начинает реветь, вам это не нравится. Здесь вы давите в пол и всегда используете все 85 киловатт, при этом вам не кажется, что двигатель страдает. Ну, сейчас нет ощущения, да, что он надрывается. Хотя она отдает все, что в ней есть. Потому что это происходит тихо. Это все вот эмоциональная составляющая автомобиля, к которой мы ранее до этого не привыкли. У нас остается 19 километров заряда. И делаем мы это все только для того, чтобы проверить одну интересную тему. Я вам уже рассказывал про это в прошлых своих видео, когда мы снимали, скажем, тот же Jaguar I-Pace. Я вам по секрету скажу, что так же будет со всеми остальными электромобилями европейского производства. Когда они разряжаются полностью, их невозможно зарядить с толкача. То есть гипотетически у любого электромобиля есть рекуперация. Мы это также вам показывали в видео с Jaguar I-Pace. То есть мы сейчас можем прицепить эту машину за трос к другой тачке. Та тачка будет тащить нас, мы даже слегка поднажмем тормоз, и эта машина будет заряжаться, используя колеса как динамо-машину. Если вы разрядили современный электромобиль полностью, он теряет эту способность и превращается просто в камень. Дальше вас ожидает только эвакуатор, только путешествие до зарядной станции и попытка его зарядить там. Все, у меня уже даже загорелась лампочка аккумулятора. И у нас прочерки загорелись вместо всех вообще километражей, сколько нам осталось проезжать. В этом состоянии мы еще проедем довольно много, все равно, мне кажется. Видите, он продолжает еще рекуперировать, все в порядке. Так вот, есть версия конкретно, что этот автомобиль не теряет способность рекуперации, даже когда сядет настолько, что уже остановился. То есть, по идее, мы, если на этой тачке, вот как тогда, допустим, по трассе с тобой, да? Мы ехали, помнишь, проехали в Великий Новгород, сели и все, эвакуатор, все, у нас не было никаких шансов. Так вот, есть мысль, где-то там, все, уже даже процент зарядки у нас моргает, что когда эта тачка полностью окончит свою жизнеспособность, то все равно вы цепляете ее за трос, тросом все равно подзаряжаетесь и все равно едет дальше. То есть это весьма важно, когда у вас электромобиль и когда вы на нем разрядитесь, потому что однажды это произойдет неминуемо. Я думаю, у каждого в жизни был случай, когда он или обсох, или что-то произошло не так. Это может произойти с каждым, это нормальная ситуация. И в этой ситуации чрезвычайно важно, особенно с электромобилем, чтобы вы не теряли мобильность. Потому что если вы на современном электромобиле где-то разрядились, вы сможете продолжить движение какое-либо угодно своим ходом или даже на трассе через 1,5 часа. То есть все, вы однозначно сегодня не приезжаете никуда и никаких дел у вас больше нет. Или вы просто бросаете тачку и вызываете эвакуатор, она уезжает на зарядку. Если здесь нет этой защиты, вы без проблем цепляетесь на трос и доезжаете хотя бы до дома. Без эвакуатора. Просто ловите тачку. Вот это мы и хотим проверить. Ничего себе, у нас впереди Хайма. М3. М3. Надо сделать такой видос на ютубе. Электрокар, который обгоняет М3. Смотри. Я так что при вас обогнал М3. Я готов даже с ним встать на квотере, вообще без проблем. Кстати, заметьте, что мы, разряжены, у нас везде горят прочерки, типа горит лампочка с черепашкой, но машина едет полностью, как и должна, со своим родным разгоном, она валит, не теряет никаких способностей, не превращается там в режим повышенной экономии, у вас там не отключается печка, фары, у нас все работает. Кондей можем включить? Да, у нас работает кондей, то есть никаких вот этих супер защит, супер какой-то логики электронной здесь нет. Но при этом любой современный автомобиль, даже электрический, состоит из двух частей. Первое — это железо, второе — это вся вот эта электроначинка, да? Мультимедиа, ассистенты, помощники. Современная машина — это в любом случае уже две стороны. Железная и цифровая. Железная часть в этой машине чрезвычайно проста. Это задняя балка, простейший электрический двигатель, относительно второй по группе поколения, не самый, но все равно еще простой аккумулятор, который висит у нас под днищем. Все чрезвычайно понятно, самая простая мультимедиа. Любой электромобиль, выпущенный в современные какие-то года, имеет ряд необходимых функций, которые присущи именно электромобилю. Например, самая простая штука, которая есть в любом электромобиле, даже в Nissan Leaf первого поколения, это график зарядки. Я думаю, сейчас вам, вот, ребята, не знакомо, да, что такое, и всем любителям бензиновых двигателей также не знакомо. Объясняю.
Есть расписание зарядки или график зарядки. Он выставляется в любой абсолютно электрической тачке. Абсолютно в любой. Вы приезжаете домой, вставили пистолет, если вы живете за городом, допустим, а машина заряжаться не начала. А начала она заряжаться, допустим, в 11 вечера, когда вы это выставили, для того, чтобы зарядка шла по ночному тарифу. Это удобно тем, что, подъезжая к дому, вам не нужно потом в 11 снова выходить и вставлять ее на зарядку, потому что ночной тариф в 2 раза дешевле, чем дневной. С годами это все складывается в приличную сумму, и это нормально. Особенно нормально это для Европы, где вообще есть часы нагрузок, и тарифы есть не только дневной и ночной, но еще и вечерний и утренний, то есть часы пик, они стоят очень дорого по электричеству. Так вот, в этой тачке этого нет. Я прошарил все меню. В меню чарджинг у нас можно поставить только normal charging и макробиан или макробайн чарджинг. Я бы с удовольствием объяснил вам, что это такое, но вот этого слова макробайн не знает даже Google. То есть, если просто вбить вот это вот макробайн или макробиан, даже словосочетание вы вбиваете в Google, и ничего. Никто не знает, что это означает. Да, мы входим в этот, грубо говоря, сейчас мы не на зарядке, поэтому это нам ничего не даст. Не знаю, что это значит, честно говоря. Инструкция пока что, поскольку это первый электромобиль в мире, она не адаптирована на русский, и в английском тоже, собственно, непонятно, что это происходит. В общем, я так и не догадался. Во всем остальном это... Вот такая музыка и совершенно простейшее меню. В этой тачке нет ничего того, что должно быть в электромобилях. Вы не можете выбрать режим повышенной рекуперации. Выбирается он только косвенно, если вы перейдете в эко-режим, который нажимается кнопкой. Вот мы сейчас в него перешли, и рекуперация прямо, стала тормозить. Но при этом есть другой момент. Вот мы сейчас едем, вот она останавливается, и она не остановится. Любой современный электромобиль умеет управляться одной педалью. Это супер удобная тема, про которую я вам уже рассказывал в тесте и BMW i3, и Jaguar I-Pace. О, это летающий Solaris из будущего, смотри. Он уже в процессе трансформации, у него колеса подогнулись. Видел? О, мне нравятся такие тачки. Вот мы встали на электромобиле, стоим. Любой электромобиль современный, абсолютно любой, я вам говорю, умеет делать так. Вы отпускаете тормоз, и он стоит. Смотри, эта штука поехала. Опции, которые отключают вот этот режим движения при отпускании педали тормоза, нет. То есть, соответственно, вы не можете ездить на этой машине в режиме одной педали. I-Pace или i3 или какая угодно другая тачка, вы просто едете на газу, вы отпустили газ, она отрекуперировала полностью, оттормозила с двигателем до минимального значения и встала. И стоит. Вы не трогаете тормоз вообще в городе. Нажали газ, она поехала. Супер удобно, супер кайфово для электрического автомобиля. Здесь этого нет. Графика зарядки, как я и говорил, здесь уже нет. Я уж молчу про то, что современные электромобили могут выбирать степень рекуперации. Вы можете сами регулировать, насколько мощно может автомобиль тормозить, чтобы подобрать стиль вождения под себя. Допустим, вы не хотите, чтобы она рекуперировала прямо так резко, как вот, допустим, вот сейчас. Вот сейчас она будет прямо упираться, и мы прям чувствуем, прямо она аж подтормаживает. Допустим, вам это не нравится. Вы можете это регулировать. Здесь этого, естественно, нет. Половины всех необходимых опций для электромобиля, которые здесь должны быть в современном автомобиле, здесь нет. Сделайте момент, про что я вам рассказываю. Я разве критикую железо в этой тачке? Как я обычно это делаю, скажем, если мы рассматриваем Hyundai или Kia. Помните, я в K5 вам говорил, что это скучнейшее железо, но потрясающая мультимедиа. Так вот, про железо я здесь не говорю ни слова, оно здесь нормальное. Меня полностью устраивает этот двигатель, меня устраивает запас хода, этот аккумулятор, даже пусть это старые ячейки, но это работает, он не перегревается, как вы видите, уровень в норме. К железу нет никаких претензий, все проблемы к софту. Почему они просто не могли зашить сюда другую прошивку? Меню, все очень старое, это ладно, вот даже как это все организовано, это просто все очень старое. Опять мы с вами говорим, что это все 2015 год. Это все дико древнее. Да, оно сенсорное, но дико древнее. Все настройки электромобиля сводятся вот к этим 4 пунктам, в которых толком ничего не выбрать. Самого нужного почему-то нет. И совсем непонятно почему. Потому что за 5 лет, пока выпускается эта машина, а в Китае она выпускается с 2015-го, и мы понимаем, почему она старая, потому что она действительно с 2015 года, ей очень много лет, вы не смогли зашить сюда все современные плюшки, это не стоит условно ничего. Наймите одного программиста, за 5 лет он сделал бы даже гораздо больше, чем сюда можно впихнуть, но вы этого не сделали. И мы говорим про будущее, мы говорим про динамично развивающийся Китай. Может быть, да, но к нам привезли старую тачку. Это не динамично развивающийся Китай, это машина образца 2013-2015 года.
И если мы возьмем самый дешевый на сегодня Nissan Leaf, который стоит бэушный 400 тысяч рублей, в нем будет больше опций, чем в этой машине, которая гипотетически стоит минимум 1,5. Зачем? Зачем мне покупать эту тачку, если я куплю Leaf и он будет жирнее? С электрической точки зрения. Давайте посмотрим по комплектации, что у нас есть. Руль. Только вверх-вниз, ну, допустим. Вылета на себя не хватает, потому что традиционно старый китаец, в котором вот немножечко все под других людей заточено. В новых уже такого не будет, там уже вы всегда устроитесь удобно, а здесь нет. У нас есть два попогрея для левого пассажира, для водителя и правого пассажира. Для задних пассажиров у нас не будет ничего. У нас есть кондиционер. Все, кожаный салон, круиз-контроль. Что у нас может быть еще? Камеры 360 и парктроник. Камеры 360 у нас есть, точно можно нажать эту кнопку, которая сейчас не сработает, потому что мы едем, но мы сейчас припаркуемся. И заработают камеры 360. Сейчас вы увидите, как они работают. Космос. 360 и градусов, и 360p в том числе. Кстати, у нее даже поворачиваются здесь колеса. То есть инфографика проработана, линии рисует. Но это реально 360p. Омывателя сзади не будет. Стекло омывается. Естественно, камеры нет. Это придется доставлять отдельно. Поэтому сейчас тут все вот у нас так заляпано. И это реально 360p. То есть изображение очень плохое. Сейчас мы поедем вперед. Очень низкого качества. И пользоваться им, ну, можно, но сложно. И вы видите, справа от машины поребрик. Смотри, он, наверное, высотой ровно с машину, да, вот такое ощущение. То есть прям пропорции, ну, идеально соблюдены. То есть вот здесь мы видим, что он невысокий. Здесь мы видим, что это абзац. Но это реально 360p, камеры стоят везде. Но очень низкого качества. Тем не менее, хорошо, парковаться поэтому можно. Плюс дополнительно к этому есть все-таки еще пи-пи-пи-пи-пи. Ну-ка. Я только что врезался в поребрик. Кто-нибудь из вас слышал, как сработал парктроник? Интересно, почему же, да? И мы реально же врезались в поребрик. Хорошо, если не бампером. Давай попробуем ушатать сзади тачку. То есть парктроник есть, работает иногда. Смотри. Я уже просто даже опасаюсь. Он пикает. Да, видишь, сейчас он сработал. Но почему мы при этом врезались в поребрик? Объясни мне. Потому что, обладая камерами 360, парктроники видят только туннель узкий назад и все, но не видят то, что происходит 3/4. А если там ребенок? А я рассчитываю на то, что у меня парктроник, если он будет пикать. А он только что. Давай еще раз. Поребрик, выворачиваем руль. Его видно, капец, со всех сторон с поребрик. Вон он в камерах. Огромный, твою мать, поребрик. Нет, его нету. Она не видит поребрик высотой по бампер, судя по звуку. Все, мы даже врезались бампером. Давай выйдем, посмотрим. Мы реально только что вшатались бампером в то, что не видит парктроник. Почему? Ну вот прямо четко. Блин, ну это было слышно из салона, как мы шкрябали этот поребрик. Вот он такой высоты, вы посмотрите. Его не видит парктроник. Какого болта? И датчик это 4. Раз, два, три, 4. То есть у вас есть парктроник, на который нельзя рассчитывать. Он просто не сработает. Едем дальше. Еще особенно бесит эко-режим. Значит, у вас есть обычный режим, он выключается эко. О, я даже на одной педали, когда держу, эко включаешь и... Да, она осаживается, эко О, да? Да, прикольно, можно газовать просто выключением или включением этого эко-режима. Так вот, в обычном режиме в драйве у вас все, педаль газа работает, все как нормально, вы просто едете на обычной тачке. Вы включаете эко-режим, естественно, он начинает повышенно рекуперировать, то есть больше тормозит на торможении двигателем, соответственно, запихивая заряд в аккумулятор, но у вас и меняется педаль газа. Вообще непонятно, зачем они это сделали. Понятно, что газ должен быть такой более тугой, более растянутый, но они сделали это по-другому. Газ просто срабатывает не в начале. Просто офигенно. То есть вы включаете эко-режим, нажимаете газ, а тачка не едет. Вот сейчас мы это так сделаем. Допустим, мы паркуемся вот за тачкой. Вот мы стали на светофоре. Где-то там, вот тачки все стоят. Я вот нажал газ. Вот, теперь он сработал. То есть газ начинает срабатывать вот настолько позже физически педаль, чем срабатывало до этого. Офигеть настройка.
А это можно сделать по-другому. Есть такая функция типа как джеттер, то есть вы можете в зависимости от нажатия педали регулировать процент тяги. Но не надо делать его 0 в первых там 5 сантиметрах хода педали. То есть это бред. И вы просто начинаете беситься от этого эко-режима и постоянно его выключаете, потому что вы привыкли, что педаль вы потрогали, поехала, включили эко-режим, вы трогаете педаль, а машине все равно. Она просто не включается, эта педаль, и все, у вас эко-режим. К чему это приводит? Вы все равно должны будете ее нажать, чтобы поехать, только глубже, но это не так работает. Очень непонятно. И именно через это я бы с удовольствием всегда ездил в эко-режиме, потому что это, по сути, сохранение той же динамики. Если вы нажмете в пол в эко-режиме, она будет разгоняться так же. Эко-режим не делает мощность двигателя меньше, но он делает так, что педаль перестает работать вначале. То есть вообще все по-другому. Я бы как раз наоборот эко-режимом бы ограничил мощность двигателя там с 85 максимальных киловатт, допустим, на 60. И это привело к тому, что вы когда топите в пол, просто машина бы меньше разряжалась через то, что меньше потребляет. И как бы вас бы это успокаивало. Но нет. Все не так, как мы привыкли в других электромобилях, и то, что уже давно считается нормальным. Да. Значит, каждый раз, когда ты берешь новый электромобиль, ты первый день включаешь управление одной педалью, и тебя укачивает. Потому что она начинает сильно тормозить, и ты привык, что тебе нужно, чтобы остановиться, педаль не отпустить, а к остановке педалью газа вот так плавно-плавно отпускать. То есть ты как на джойстике в компьютерной игре регулируешь. Все понятно. Здесь поведение автомобиля постоянно меняется. И ты не можешь привыкнуть к новой педали газа, к тому, что она по-другому рекуперирует. К примеру, в этой тачке, если ты только выехал с зарядки, рекуперация не работает вообще. То есть ты подъезжаешь вечером к дому, у тебя вот ты отпустил газ, у тебя там есть рекуперация, вот она тормозит, там как-то так, да? Ты зарядил ее дома, выезжаешь утром, перед пробкой отпускаешь газ, а она фигачит дальше. Полностью нет рекуперации. То есть как будто просто на нейтрале едет. И ты такой, твою мать, мы чуть не разложились. Вот это прикол. У тебя потом наступает вместо 100% заряда 95, и она такая, я начну рекуперировать на 30%. Неполная рекуперация, то есть чуть-чуть, но буду рекуперировать. Потом у тебя становится 90% заряда, и рекуперация включается на полную. Я тебе раскрою секрет, в любой другой электромобиле всегда одинаковое поведение. То есть ты утром едешь на одной тачке, по моменту, как она разряжается, ее поведение меняется. Поэтому тебя всегда укачивает, что ты не можешь адаптироваться под то, как она будет рекуперировать. Это полный бред. И iPace, и e-tron, и даже Leaf всегда будут вести себя одинаково. Это нормально, когда у тачки есть какие-то реакции на педали, когда у нее есть характер. Здесь он всегда разный. И ты от этого так запариваешься, что ты просто перестаешь ездить в эко-режиме. Ты всегда ездишь в обычном драйве. И утром ты всегда едешь супер осторожно, просто что ты привык, что вечером она тормозит двигателем, а утром она двигателем не тормозит. И тебе с этим ничего не сделать. Настройка. И мы по-прежнему говорим только про электрическую составляющую, только про софт. С железом все нормально, его можно оставить таким навсегда. Софт полный хлам, ничего не доделано, тачка супер сырая. И ей уже 5 лет, как она в производстве. Нам пытаются продать что-то старое. Все, мы сели. И не включается. Battery low, все. Battery low. Battery level is too low. Уровень батареи слишком низкий. Все, мы сели, она не едет. Драйв не включается. Перечеркнутый рисунок аккумулятора у нас есть. Вот он, здесь перечеркнутый. Вот он горит перечеркнутый. Еще одна желтая батарея горит здесь. Это я сейчас уже отстегнулся, потому что нам нужен будет трос. Слава богу, что у нас был в сопроводе уже Никита на машине. Мы ко всему этому готовы. Все. Имитируем ДТП. Кстати, сейчас нас начнут снимать. Но у меня с собой трос в багажнике. Ну, короче, все. Что мы тогда делаем? Прицепляемся к Kia и пытаемся рекуперировать. Все, огонь. 25 секунд, кстати, такой хороший длинный светофор, да? Что за него можно успеть разрядиться, прицепиться к Никитосу и поехать дальше. Все забыли, все. Загорелся зеленый, все стоят, смотрят, так интересно. Привет, привет! У нас все по кайфу. Ебой, давай, братан. Сейчас будем рекуперировать или не будем? Ну вот плавненько так, да, как ты любишь. Все, погнали.
Нет, она не включится, потому что у нас нейтраль. А у нас есть проблема небольшая. Дело в том, что все равно коробку-то выбило в нейтраль, и рекуперировать мы, наверное, не сможем. Так, мы едем. Battery is too low. Рекуперации пока что 0. У нас даже не работает, кстати, гидроусилитель, ну, вернее, электроусилитель в данном случае. Пока что с рекуперацией не очень. Короче, она, похоже, не рекуперирует. Потому что драйв не включить. Может, быстрее ехать надо? Может быть. В общем, мы в любом случае тянемся к зарядке, само собой. Потому что, ну, мы не можем нарекуперировать там на 100 километров. А нам сегодня еще доснять обзор и мне домой уехать. А мне до дома отсюда 60 только. Так что нам нужна зарядочка. И я думаю, нам хватит часа зарядки, чтобы уже все было хорошо. Но до этого момента самое интересное. Мы гипотетически на трассе. Наша супер идея. Когда мы сели и остановились, прицепиться к машине, как я и говорил, нас машина тащит, мы от нее как будто бы как регенерируем, рекуперируем и какие-то накапливаем километры с нуля. Но, похоже, все это идет прахом, потому что коробка у нас стоит в нейтрале, даже с нажатым тормозом, со всеми возможными кнопками, в драйв ее не поставить, ничего не сделать. Соответственно, пока она в драйве не стоит, рекуперировать она также не начнет. Сейчас, видимо, машина работает на том самом, как я и говорил вам, 12-вольтовом аккумуляторе, который стоит под капотом и осуществляет движение вот этими всеми поворотниками и прочим. И пока он жив, у нас не работает печка, соответственно, ее невозможно включить никак. Работает только магнитола. Ну-ка. Нет, она тоже... Не, работает магнитола. Мы можем здесь что-нибудь попытаться... Напомню, что-то старое, потому что печка не работает, и показывает, что 2,5 киловатта на кондее уходит. Ну-ка. Ну вот 25 километров в час, 30 километров в час. Не, рекуперации нет. Драйв включить, тормоз поднажать. Нет. Просто система отключилась полностью. Знаете, обычно еще тормоз поднажимаешь, чтобы точно рекуперация шла. И прям вот нет. И звука этого нету, да? Да, то есть вся электрическая часть просто отключилась. Ну, литиевая часть, вернее. Да, значит, лайфхак, если вы сели в ноль на электромобиле, по-прежнему не работает. Ну, ладно, что, едем к зарядке, благо до нее все-таки мы в Петербурге. Здесь всегда до ближайшей зарядки километров 5 максимум. Заряжаемся и продолжаем бал. У нас все кайф. Так, мы у зарядки. Самое главное... сними-ка крючок, там же Koenigsegg. Смотри, как крючок будет открываться. Давай. Снимаешь? Погнали? По-моему, круто. Короче, это реально Koenigsegg. В плане зарядки у нас поддерживается Fast Charge. Значит, смотрите. У нас есть стандартный столбик зарядки, в котором средний у нас это CHAdeMO. То есть, если бы мы были сейчас на Nissan Leaf, нам бы подошел вот этот вот зарядник. Дальше два. Еще есть разъема. Это Type 2. И он нам тоже подходит. Я им заряжаю, скажем, своего ренджа. Вот он здесь, да, молодец. Вот так ты делаешь. Вот сюда влезет Type 2. Давай попробуем. Да, он зарядится 100%. Это будет не самая быстрая зарядка через Type 2. Но вот здесь написано 43 киловатта максимум поддерживаемая зарядка. Все, пожалуйста. Оранжевая сначала горит. Смотри. Все. И, значит, у нас все хорошо. Все, зарядка пошла. Обалдеть. Но это будет довольно долго. То есть с такой зарядкой мы будем заряжаться здесь несколько часов. Но это реально не круто. Поэтому мы ее останавливаем. Только здесь не пишет, каким током заряжается. Опять же, возможно, мы это узнаем вот здесь в меню, каким током он заряжается. Смотри. Charging статус. Тут же наверняка будет у нас, да? Выключить. Вот, charging статус. 20 ампер он сейчас заряжает. Это мало. 20-амперная зарядка это мало. Скажем, у меня дома с Алиэкспресса есть тоже 20-амперная зарядка, которая заряжает HEV. Но от такой зарядки мы будем заряжаться, ну, просто очень долго. Но это не проблема. И у нас есть еще режим для быстрой зарядки. Как вы видите, он отличается от этого. То, что форма такая же, да, но есть дополнительная зарядка, и она, соответственно, трехфазная. Вот, у нас здесь немножко другие пимпочки. Под это же все соответствующий есть разъем. Вы вытаскиваете еще одну заглушку и вставляете уже трехфазник. И трехфазник, ребята, сейчас его вштырит. Заряд отложен до момента, пока не появится питание.
Удивительно. Еще раз, желтый, пик, 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 и пошел зеленый. И сейчас посмотрим ампера. И амперов там уже должно быть типа, 50 минимум, может даже 100. 215 минут до полной зарядки. Это у нас получается 3,5 часа, да? Амперы при этом у нас сейчас, которые идут на зарядку, 60 ампер. 60 ампер зарядка. Вот это, ребят, fast charge. Напряжение заряда 308 вольт, он даже пишет. 74 ампера. Погоди, увеличивается. 80 ампер. Вот это он заряжает прямо, пацаны. На позитив. Где-то у меня GoPro еще была на багажнике. 95 ампер уже заряд идет. Пойдет больше, нет? 96 ампер заряд. Вот с такой скоростью он, конечно, 96 ампер, ребята. Сколько же это в киловаттах-то? Сейчас я посчитаю, примерно 97 ампер. 160 ампер это 40 киловатт. 80 ампер это 20 киловатт. А здесь у нас 100 ампер. Короче, где-то 30 киловатт где-то сейчас он заряжает. 25-30 киловатт. 97 ампер. Это хороший ток. Короче, под 100 он сюда запихивает, как и предполагалось. Естественно, что мы через, как я и говорил, через полчаса мы уже уедем до Шиша. То есть, если за час у нас 25 киловатт запихивается, ну нам... А вся батарея у нас 39 киловатт. То есть, как вы понимаете, нам 10 киловатт, то есть четверти батареи, хватит, чтобы проехать там 70 километров. Легко. Соответственно, все, это здесь покататься, мне еще до дома. Таким образом, мы просто сейчас съездим, поедим шаву, приедем и продолжим съемки. Но это не единственный способ зарядиться. Естественно, в комплекте к этому электромобилю идет штатная зарядка. Она выглядит как заряд, ну, как обычно, вы можете заряжаться от обычной розетки 220 вольт. Вот и подключаете, собственно, это в розетку. У вас есть здесь такой блочок, он простейший, который пишет, заряжается или не заряжается, или ошибка. И, соответственно, обычный Type 2 разъем. То есть, опять же, забавно, что архитектура вся уже европейская, не японская, не ЧДМО. То есть это Type 2. Сам ток 13 амперный, я считаю, оптимальный для зарядки. Я своего ренжа, например, постоянно заряжаю именно 13 амперами. Хотя у меня зарядка позволяет выбирать ампераж. И я могу заряжаться 10 амперами, 20, могу 16, но выбираю 13. Потому что у меня, как и у большинства людей, стоят 16-амперные автоматы на входе в дом. Поэтому 13-ку ставите на ночь, автомат не греется, все работает. Именно 13-амперный здесь же зарядник и в комплекте. К примеру, в Ягуаре штатный зарядник будет 10-амперный, будет заряжать чуть медленнее. 13-ка просто самый сенокос. И если они в комплекте будут еще укладывать вот такой провод, который, к примеру, очень распространен в Европе, то это тоже очень хорошо. Это провод Type 2, он идет здесь, по крайней мере, он лежит в машине. Я его докупал на Алиэкспрессе также за $150. Эти провода для электромобилей все очень дорогие, потому что есть еще зарядные станции, на которых помимо того, что вот здесь 3 провода у нас висит, да, и вы просто берете и втыкаете, только торчит розетка вот такого типа. И вам нужно еще с собой иметь такой провод, чтобы зарядиться, иначе у вас ничего не получится. Штатно обычные производители никогда такое в комплект не укладывают. Если они это будут с завода сюда добавлять, это очень здорово, это реально $150, ребята, это провода дорогие. $150 с Алиэкспресса. В России такой провод будет стоить 15, 12, 20 тысяч рублей, потому что так вот у нас работает, к сожалению, маркетинг. Вот и все вроде, все обсудили, зарядники есть, провода на месте. У нас за 10 минут зарядки впихалось уже 5,5 киловатт. Давай прикол, да, вот 10 минут мы позаряжались. Давай сейчас остановим зарядку. Сколько нам напишет пробега? За 10 минут. Сейчас мы заведем тачку, и она нам напишет сколько-то пробега. Давай, считайся. Печку надо выключить. Не пишет пробег. Ну-ка, давай закроюсь, попробую. 42, точно. За 10 минут он зарядил тачку на 42 километра пробега. То есть все, еще 10 минут, и я уже доезжаю до дома, и плюс еще даже съемки успеваем сделать. Быстро, удобно.
Знаете, во многих супердорогих машинах, которые мы снимали, они были на электричестве, да, еще их будем снимать, я уверен. Вам сложно понять, насколько дорога сама электрическая часть. То есть и сложно понять, с какими аналогами ее сравнивать. Допустим, тот же e-tron или iPace. С кем его сравнивать? e-tron не сравнишь ни с Q3, ни с Q5, потому что слишком разные идеологии, философии, там всего этого напихано. Здесь в нашем случае все очень простое, базовое, и нету никакого элемента, который мы бы не понимали, сколько стоит, или из-за чего, допустим, такая цена. Хотя и цена непонятна, но радует, что это действительно массовый автомобиль на самых обычных компонентах, кроме электродвигателя и батареи под днищем. То есть даже лампочки у нас целиком галогеновые. В электромобиле галогеновые лампочки. Серьезно? То есть это, ну, я не знаю, это вообще законно или нет. То есть у нас там какая-то эффективность, технологии, будущее. Нет, у нас все 4 лампы галогенные. Если сейчас взять новый Rapid за 800 тысяч рублей, в нем будут светодиоды. А здесь еще все галогенное, причем галогенное целиком, с поворотниками. По-моему, только ходовые огни. Давай попробуем. Ходовые огни, по-моему, все-таки светодиодные. По-моему. Во! Есть? Светодиоды? Да. Да? Да. Ура, мы их нашли. Что ж, они есть. То есть, реально, они есть. Что еще прикалывает, что нету кнопки паркинг. То есть в селекторе КПП нету буквы П в принципе. У вас есть реверс, нейтраль и драйв. Все. И когда вы приехали, встали на место, что вам нужно? Или нейтраль ручник, или просто заглушиться, и нейтраль и ручник включится автоматически. То есть нету... И понятно, что, наверное, кнопка паркинг не нужна электромобилю, но, грубо говоря, так клиенту легче понять, что нажимать, когда он приехал. Здесь есть некая особенность. В принципе, все, самая обычная тачка, никаких супертехнологий. Значит, цена должна быть у нее, по идее, нормальная. И это сильно радует. То есть мы действительно все уже очень давно, что мы хотели от электромобиля? Не супер лакшери, не какие-то невероятные космические технологии, которому никогда из нас не будут доступны. Мы хотели обычную тачку, но на электричестве, для того, чтобы экономить. Я очень сильно надеюсь, что Джак это будет именно те самые машины, ведь больше всего электромобилей продается в Китае. Они прям впереди планеты всей. Можно долго спорить по поводу вообще, в принципе, необходимости электромобилей в мире, потому что, ну, все-таки Китай сидит на атомной энергетике, ему проще. Потому что, скажем, та же Европа, они, конечно, борются все за экологию, но большинство электричества в Европе производится, как вы думаете, из чего? Уголь. Практически. Больше всего электричества в Европе производится тупо сжиганием газа. Обалдеть! И в итоге каждый из нас, заправляя электромобиль, такой думает, я экологичный, а в это время фигачат трубы просто СО2, тысячами тонн выкидывается в небо. И кажется, бред, вы должны сжечь газ для того, чтобы произвести электричество и потом его заправить в автомобиль. Не проще сразу машину на газу делать? Какая разница, где мы сжигаем газ? Там на ТЭЦ централизовано, и потом через потери, КПД, передача, понижение, повышение, инверторы, снова заправка, потом еще инвертор в обратную сторону, или просто прикрутить к ДВС пропановый баллон. Черт! А что же лучше? Этот вопрос до сих пор неизвестен, и, естественно, те, кто лоббирует электромобили, говорят, что, естественно, лучше электромобили, хотя та же Россия и Китай, сидя на атомной энергетике, Франция, по-моему, еще на атоме очень плотно сидит, там получается действительно экологично, потому что если открыть специальные карты, то из всех способов производства электроэнергии, после, конечно, ветряков и гидроэлектростанций, самым экологичным считается атомная, то есть если не возобновляемая, то это атом. По-моему, все идеально, и даже дисковые тормоза в круг, то есть, в принципе, вот это и есть для меня лично надежда на электрокары будущего. И именно в этой машине я очень рад, что аккумулятор среднего размера, потому что многие говорят, вот когда электромобиль будет проезжать 1000 километров, тогда и поговорим. На самом деле, вот, он проезжает типа 300 в аккуратном режиме. И подо мной в полу тапок нажатый 260, он гарантированно проезжает. Еще не было случая, чтобы меньше проехал. То есть он реально живет. И это на самом деле является более экологичным, потому что в отличие от бензобака, вес аккумулятора у вас всегда одинаковый. Если вы хотите запас хода на 1000 километров, у вас всегда должен быть с собой огромный литиевый аккум, который весит фиговую тучу килограмм. И он легче не станет от того, что он не заряженный. Это не бензобак, который пустой, почти ничего не весит, а тяжелый только когда полный. И потом все легче, 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 легче. Нет, здесь эту массу аккумулятора вы таскаете с собой всегда. И чем меньше у вас аккумулятор, тем меньше общая масса автомобиля, тем меньше лития вы потом выбрасываете в природу, тем получается экономичнее он на разгоне, потому что постоянно не толкает сам себя.
Гениально! Именно поэтому самые экологичные автомобили не электрокары. Вы знали об этом? Что может быть экологичнее электрокара, ребята? Вообще самая экологичная машина, именно машина легковая, самая экологичная. Которая на водороде. Нет, На дровах. нет. Гибрид? ПХЕВ. Да. ПХЕВы являются самыми экологичными автомобилями, потому что в них маленький аккумулятор, который работает только на рекуперацию, на толкание с местом. И, как правило, маленький бензиновый двигатель, который также выбрасывает минимум СО2, но при этом подзаряжаемый гибрид еще максимум выдирает все-таки с розетки. При небольших поездках, конечно. То есть на сегодня мой Range Rover экологичнее, чем Jack. Да! Прикольно. Конечно, понятно, что Range Rover это мы уже улетели, есть, потому что Prius, ПХЕВы и еще очень много чего. Сейчас появился, знаешь что, Porsche Cayenne и Hybrid. V8 турбовый и ПХЕВ. Идеально. То есть он и валит, и Вшка 8 турбовая, и при этом от розетки может заряжаться, и вы можете быть или супер экологичным с одной стороны, или уничтожать белых медведей с другой, в зависимости от настроения. Кайф! Я просто повелитель этого мира. Это идеально. Пока до этого догадался только Porsche. И это неплохо. Что же касательно нашего образчика, это идеальный вариант ездить на работу, с работы, на дачу, если она в пределах 150 километров, а может быть даже и 200. Если вы на даче подзарядились, за ночь он восполняет практически полный заряд аккумулятора. Эти тачки, которые нам нужны. И в этом плане я сильно за них радею. И пока никто из конкурентов с подобным сочетанием баланса, электричества, пробега и цены, предполагаемой, которую мы не знаем, на рынок не вышел. Красота. Красота. Дальше сильно хуже. Я не знаю, это точно не адаптировано для России. Потому что вместо прекрасной запаски тебе положили вот этот фейк. Что-то вот это бред на самом деле. Лично я бы, честно говоря, вместо этого захотел бы иметь запаску. А какой тайный смысл, погоди, вот этого перед запаской? Потому что место занимает такое же, но это не запаска. И запаска всегда лучше, чем ремнабор для колеса. Всегда, во всех ситуациях. И это же, погоди, что-то я вообще не вдупляю. Это же реально, да, твою мать, это реально запаска могла быть. То есть нету никаких противопоказаний. Что это? Погоди, здесь пробит баллон, что ли, этот ремонтный? Смотри, похоже, у нас прохудился баллон, а мы его даже не вытаскивали. Ой, наверное, где-то здесь что-то произошло. И получается, уже и ремкомплекта-то нет с собой. А вот с запаской так не случится. Короче, на самом деле, и причем все же есть, чтобы ее сюда положить, да? Я не понимаю немножечко. Нет, это бред полный. Конечно, надо вместо этого сразу сюда покупать обычную запаску, положил ее в подпол, тем более, что место влезает, и все. Это очень странная логика. Я не понимаю, зачем? Зачем? Есть же прикручивалка для этого всего. То есть она здесь могла быть, но ее нет. Я думаю, что у нас у всех большие проблемы. У автообзорщика, в смысле, большие проблемы, потому что есть разные двигатели внутреннего сгорания, разные, да, и есть разные коробки, и даже коробка автомат, они тоже есть разные, и даже два одинаковых ZF-овских автомата могут работать по-разному с разными двигателями. Электро. Они все одинаковые, любой электродвигатель едет одинаково, а коробок у них нет. Про что рассказывать? Чем отличие этого электродвигателя от другого, и как он тут... Они одинаковые, то есть рассказывать конкретно нечего. Подвеска нам обещали, что ваговская. Судя по положению стойки стабилизатора к амортику, вроде да. Тормоза самые обыкновенные, однопоршневые. Это все, про что я вам могу рассказать. Причем это не замято. И, грязь это не от оффроуда, естественно, на оффроуд никто не ездил. Потому что просто вот у меня в деревне такие дороги, и вот грязь, вся она вот закидывается. Внешне помыли, а снизу не помыли. Какая форма балки, да, смотри. И это не замято, не удар, нет, она такая с завода. Вот интересно, как сделано. Че рассказать, Никитос, не знаешь? Амперы, вольты, да, закон Ома могу рассказать. Вот он там где-то, вот тут литиевый аккумулятор, вот. И он как вот тут начался, собака сутулая, вот так он идет. Все. Соответственно, у нас нету больше глушителей, у нас нету топливных магистралей,
магистрали тормозные, они аж там между аккумулятором и днищем, они защищены там навсегда. Выступающие детали снизу, нет, их как бы ничего нет, вообще ничего нет просто. То есть даже независимой задней подвески нет, полного привода нет, соответственно, ну, ничего нет в общем. И полный привод здесь не может быть никогда, естественно, потому что, чтобы в электрокаре сделать полный привод, вам нужно два мотора, на переднюю ось или на заднюю. Или вам нужно вводить коробку с муфтой. Нет, это бред, это очень тяжело, никто этого делать не будет. Поэтому он или одномоторный переднеприводной, или двухмоторный полноприводной. Ну, полноприводные также еще бывает там и трехмоторные, и даже четырехмоторные, но это не в этом случае. Да и все. Вообще все. Антикора нет, есть битум, который чуть шумкой работает по сути, но опять же он здесь только на запаске, колеса есть и само днище, он там серый грунт, герметик, ничем не прокрашен, не промазано, какие-то пружинки, какие-то амортизаторы, какая-то балка торсионная, о, нет, хотя бы, все. Автообзорщики еще не умерли, еще есть о чем рассказывать. Балка необычная, как, кстати, на Селтосе, да, когда вообще дрова, прям совсем. А здесь с торсиончиком, то есть она еще сгибаемая, как-то должна давать эффект независимой подвески. Все, в этом и прикол. Я не понимаю, когда будешь рассказывать про много других электромобилей, которые будут выходить, они же реально все одинаковые. Как может ехать один электромобиль относительно другого? Так же. Они все будут ехать абсолютно одинаково, нет никакой разницы. Двигатели электрические тоже уже давно никак не развиваются, а там все одинаковое, пацаны. Редуктор как был, так и есть, все. Разница только как настроена педаль газа. Обалдеть, обалдеть, о чем мы будем рассказывать дальше? О чем? Только о том, какие в меню магнитолы есть. Не может быть больше тупой коробки, представляете? Не может быть нигде никакой тупой коробки. Не может быть двигателя верхового или низового. Все электро. Все, приехали. Одинаковый мир. Итак, господа, у нас сегодня с вами довольно необычная гонка. Электросилы против бензиновых. 121 бензиновая электрическая сила на гидротрансформаторной коробке передач Kia Seltos, которая весит 500 тонн. Мы с вами весим, на секундочку, где-то у меня здесь АТС-ка, 600 тонн, если не ошибаюсь, там было заявлено. 460 тонн, они даже одинаково весят. Полторы. И та, и другая машина даже одинаково весят. 115 лошадей, там 121. Но там крутящего момента 140, по-моему, 1 или 148. А у нас 270. Но при этом нужно понимать, что та машина стоит 1 миллион 360 тысяч рублей. И по комплектации она лучше практически во всем. У нас как-то мы очень проигрываем старт, она уходит. И бензиновые силы! Бензиновые силы прямо идут также на грани. А почему я проиграл старт? Надо еще раз. Почему я проиграл старт? Потому что я трогался по привычке с двух педалей. Вы представляете? А мне нужно было трогаться с одной. Сейчас, секунду. То есть типа как-то... Да, у меня старт все равно очень плавный. Хорошо, мы пробуем еще раз. И я вырываюсь чуть-чуть с места и до 50 ухожу на корпус. Продолжаю уходить на корпус. И я быстрее где-то, я быстрее. Сейчас еще раз попробуем. И я быстрее где-то на корпус. Но я опять же фальш-стартанул. Очень непонятно, как стартовать, потому что эта тачка не может тронуться с места ровно в ту секунду, когда вы нажали газ. Вы нажимаете газ, она стоит и потом схватывает. То есть скорость реакции у нее чуть-чуть не та. Еще раз, но они примерно одинаковые. 115 на 121. То есть 270 момента преимущества нам ничего не дают. Это удивительно. Давай еще раз пробуем. У меня тоже газ, не резко она трогается. Давай. Раз, два, три. И я в пол. Да почему? Почему? Я нажал ровно в тот момент, когда погудел, и мне не стартануть, и все, она уходит. Она уходит. Абсолютно мне не тронуться вовремя. Мне нужно трогаться, когда я, по идее, делаю второй гудок. Раз, два, три. И вот мы почти вместе стартанули на самом деле. Но у меня очень плавный старт, не хватает. Нету, не чувствуется этих 270 ньютонов. Идут зуб в зуб ровно вообще.
По-моему, никакой разницы. Выигрывает тот, кто просто раньше стартанул. И поскольку старт у нас у обоих крайне вялый, крайне медленный, то тут реально пропасть. Там вот треть секунды кто-то позже нажал, и за это время уже уходит одна машина на корпус, потому что старт реально вялый. Давай я сейчас в одну педаль стартану, и ты меня сделаешь. Просто. Давай, попробуем. Ты готов? Раз, два, три. И мы одновременно на самом деле трогаемся, но у меня очень плавный старт. Очень плавный. Нету этих 270 моментов, и мы идем абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково они едут. Что 115 эти, что 121 та, что вполне логично, потому что это корейские 121, и они, скорее всего, по факту те же самые 110-115. Но ведь у меня же нет коробки, у меня нет передач, а при этом Seltos еще успевает переключаться, хотя идет, ну, прямо зуб в зуб. Это удивительно. Абсолютно одинаково. Давай последний раз. Раз, два, три. И мы точно одновременно тронулись. Прямо 100% одновременно. И Seltos на старте даже уходит. Даже уходит до сотки ровно идет. Практически зоб-зоб. Все. Дальше у меня ограничитель. А они вообще ровно идут абсолютно. Во всем диапазоне. Абсолютно. Абсолютно во всем. Это шок. Я думал, 270 момента будут рвать в клочья вот ту же вапырку, у которой его 150. Но не рвут! Не рвут! Этот мотор абсолютно идентичен по характеристикам атмосферному 1.6 на 16 клапанах. Это не то, о чем нам рассказывал маркетинг, господа. Совсем не то. И не во всем диапазоне ровно идут. Не сдувается электрический. Не пинается с места, как сатана. По крайней мере, в таком форм-факторе. Ну и самое главное, для чего будут покупаться автомобили такого ценового сегмента. Понятно, если мы говорим про Taycan или как я там про полуэлектрический Range Rover, про все вот это вот дорогое, роскошное, там под электрификацию подведена еще идеология комфорта, что вы двигаетесь бесшумно, у вас очень приятный отклик на педаль газа, то есть к этому добавляется некий лакшери сегмент, конечно, о котором здесь говорить и не приходится, то есть здесь преследуются совсем другие цели. Здесь задача примерно та же самая, когда люди берут дизель. То есть здесь задача есть сэкономить, потому что основное, на что упирает производитель, когда делает электрокар, что он экономичный. А допустим, если мы находимся в Санкт-Петербурге, я также все время упираю на то, что вы можете бесплатно заряжаться, к примеру, как мы сегодня. То есть у нас сейчас вот там 180 километров пробегает, просто потому что нам было лень ждать, и мы за него никак не платили. Можем поехать, зарядиться еще, и можем делать так неделями, гипотетически вообще не платя за это денег. То есть электромобиль может стать для вас по топливу полностью бесплатный. Также отсутствие коробки передач делает его, во-первых, ТО вам нужно проходить раз, получается, в 30 тысяч обычно на электромобилях, а не раз в 15, как сейчас модно. Потому что масло менять негде, масло только в редукторе, его нужно менять там раз там в 2 года или раз там в 60 тысяч. Соответственно, меньше деталей, которые работают, меньше поломок в будущем, гипотетически и так далее. То есть мы все время с вами говорим про экономию. А экономия, как в случае с дизельным двигателем, когда вы его покупаете, начинается с того, что при покупке вы за машину платите больше. К примеру, дизельные модификации вот сегмента там 2-3 миллиона рублей все стоят дороже бензиновых. При этом, кстати, если мы заходим в лакшери сегмент там за 8 миллионов рублей, там наоборот базовые версии идут с дизелями, а уже дорогие с бензиновыми. Так устроен мир, господа. Но, по крайней мере, если мы говорим про эти деньги, то да, даже, скажем, тот же, если вы покупаете Кодиак или Тигуан,
дизель, или даже если вы покупаете дизельную Kia, она дороже бензиновой. То есть вы переплачиваете сразу за двигатель, чтобы потом в процессе эксплуатации за 3-4 года отбить его стоимость. С электромобилями ситуация такая же. Технология пока новая, дорогая, и электромобиль в любом случае аналогичных характеристик, как вот у нас сзади стоит, например, Kia Seltos. Они очень похожи. Они одинаково едут по динамике, у них практически одинаковая конфигурация. И Kia, которая стоит за мной, стоит 1 миллион 300 тысяч рублей. В ней находится базовый мотор, такой же, как будет стоять, допустим, в Hyundai Solaris или в Kia. Я забыл, Rio! Представляешь, вот это у меня вылетело. То есть это базовая 1.6 на 16 клапанов, 122 лошади. По характеристикам он очень совпадает с этим электродвигателем, в котором 115 лошадей и 270 крутящего момента, при этом нет коробки, и, как вы видели, они даже в динамике равны, то есть это примерно одно и то же. Но сколько же будет стоить эта машина? И ответа у меня нет, а очень тщательно скрывается цена, у меня нет даже наметок. Я понятия не имею, возле какой цены крутиться даже приблизительно. Но мы можем узнать это очень просто, сделав элементарно в телефоне «Окей, Google», мы получаем ряд статистических данных. Во-первых, средний срок владения автомобилем в России – 4 года. Средний пробег автомобиля в России за год – 17 тысяч. Таким образом, мы берем 4 года и умножаем на 17,5 тысяч километров, ровно исходя из статистики. У меня где-то есть калькулятор. Мы получаем 70 тысяч километров всего лишь проезжает автомобиль в России за 4 года. За эти 70 тысяч километров, если автомобиль... Какой средний расход у Seltos был? Ты сейчас не посмотрел? 12,5. 12,5 даже. Ну, допустим, это хороший, крепкий расход, 12,5. Есть автомобили экономичнее. Итого, 70 тысяч — это 700 сотен, если мы проезжаем, за каждую из которых мы съедаем 12,5 литров топлива. Это 8750 литров топлива. И мы берем 95-й, который стоит по 40, вроде 4 рубля, да? Умножаем это теперь на 44 рубля и получаем 385 тысяч рублей. Именно столько средний житель России при среднем пробеге, при среднем сроке владения автомобиля тратит на топливо за срок владения этим автомобилем. 385 тысяч рублей. Далее мы делаем погрешность на то, что только 20% зарядок в мире осуществляется на общественных станциях. Только 20%. Все остальное вы заряжаете дома. Дальше вы должны каким-то образом конвертировать количество киловатт, заряженных дома, в то количество денег, которое они будут стоить. Если киловатт у вас стоит рубль 70, рубль 85 сегодня стоит киловатт для жителей села в Ленинградской области, вы умножаете это на 70 тысяч километров, 23 310 рублей, чтобы проехать на этой машине за 4 года те же самые 70 тысяч километров. И если мы из этого вычтем 385, мы получим экономию в 361 тысячу рублей, плюс-минус. То есть, грубо говоря, к чему я это веду? Что вы покупаете машину дороже настолько, чтобы через 4 года она пришла к нулю с той машиной, если бы она была бензиновая, как, допустим, вот та красная. Итого, мы имеем цену Seltos примерно 1 360 000 рублей, к которому мы можем добавить еще 360 000 рублей наценки за то, что за 4 года вы отобьете ее чисто на электричестве. Итого, ее цена должна быть 1 700 000. И вот тогда будет и рентабельна ее покупка, и в этом будет смысл. 1 700 000 рублей. То есть это примерно так же, как, допустим, дизельный Кодиак стоит там, по-моему, на 50 тысяч дороже бензинового, вы эти 50 тысяч за счет меньшего расхода за 3-4 года окупаете. И пробег должен быть на электромобиле, чтобы он у вас окупился, примерно от 70 до 100 тысяч километров. Только при этих условиях эта штука может здесь продаваться, если ее покупает не дурак. Во всех остальных случаях вы просто тратите лишние деньги на то, что покупаете электромобиль, потому что это выходит тупо дороже, чем вот та красная штука, которая продается с огромной сетью дилерской, с гарантией, с известным качеством, с известной ценой, и продается она потом просто вот так, ты вот так роняешь, она бах и продалась. Кому вы потом будете продавать электрический джак? Сколько людей сейчас в Авито или где-то там на Автору, или на Дроме, или где еще на Автоспоте делают запрос «Джак электро купить»? Да никто не делает его, абсолютно никому не нужна эта машина сейчас, к сожалению. И кому она будет нужна через 3-4 года, если будут продажи, а если нет? И кто должен брать на себя все эти риски? Покупатель или производитель? Как вы считаете, ребят? Производитель. Производитель.
То есть производитель должен мотивировать покупателя какой-то, видимо, оптимальной ценой для того, чтобы покупатель подумал, да, это выгодное предложение, я хочу купить эту тачку и буду рисковать, покупая, грубо говоря, неизвестную мне марку, но при этом экономить. Логично? Логично. Тут дальше ход чисто за китайцем. Презентация у нас сегодня. Я не знаю этой цены. На самом деле, если они скажут 2, нужно будет прощаться. Если они скажут 1,8 хотя бы, то есть гипотетическая переплата будет все равно в плюсе, но типа вы все-таки рассчитываете сэкономить и на общественных зарядках будете заправляться больше, тогда это может сработать. То есть реально ее цена 1,7, 1,8 потолок. Это из того, что я вот сейчас рассчитал. Я могу, не знаю, сделать какую-то табличку в Excel, в которой я подробно все это приложу и рассчитаю. Но реально 70 тысяч, кто проезжал на машине, ну понятно, что, Владян, у тебя вот машин немного. Никитос, ты хоть на одной своей тачке 70 тысяч проехал? Я тоже, по-моему, я только на Opel Frontera проехал 70 тысяч на своем. То есть в моих реальностях нет такой машины, в которой я бы смог отбить, даже при этой цене, переплату за то, что я покупаю ее электрической. Это удивительно. И при этом, главное, у вас же нету запаса хода. У вас нету той автономности, что у бензинового двигателя. И эту машину нельзя использовать одну на все случаи жизни, потому что, к сожалению, в нашей стране люди живут так, что вот на той красной машине, опять же, гипотетически, там может сейчас стоять что угодно за 1 300 000, Дастер там может стоять, Крета там может стоять, там может Аркана стоять, там может стоять, что? Аркана? А почему нет? Ну и молодежь начала брезговать. Там может стоять старый Range Rover, там может стоять. Серьезно? Да, почему нет? Там может стоять BMW X5M за 1 300 000, за 1 500 000. И каждую из них ты можешь использовать каждый день для поездки на работу, потом съездить на ней в Псков, в Краснодар, в Крым ты можешь на ней съездить. На этой машине ты никуда не уедешь. То есть, собственно, кто опять за это должен платить? Куча у нас проблем, все это объяснять. Где заряжаться возле дома, тратить каждый раз минимум час на то, чтобы зарядить ее, это маловероятно. В итоге мы приходим все равно 1,7, 1,8 потолок. Я только что сделал все расчеты, даже с компенсацией производителя на то, что вы вынуждены дополнительные трудозатраты, временные затраты делать для того, чтобы ее хотя бы просто заправить электричеством. Хотя и это бесплатно. Тем не менее, поскольку у нас сегмент простой, поэтому здесь весь разговор идет вокруг денег. Комплектация есть, она минимальная, можно сказать, даже сбалансированная. Ходовые качества неплохие, машина как машина. Жить может, все с ней все в порядке, исключая вот этих названных аспектов. Во всем остальном, вот та красная штука и любой ее аналог за 1 300 000, за 1 400 000 будет как минимум не хуже и гораздо проще во всем остальном. Вывод делать конкретно покупателю, я, честно говоря, долго считал, ездил на ней 2 недели, пытался все, что угодно придумать с этой тачкой, и все с ней сделал, все вам показал, и мой вывод по-прежнему: 1,7, 1,8, и это взорвет рынок. И старый Leaf, старый Nissan Leaf покупать будет уже не надо, потому что на нее все равно будет гарантия. Тогда они смогут ее продать. Все, спасибо вам огромное, что смотрели это видео, это был я и электрический Джак. И это был, и сейчас я это выговорю. Когда типа: братан, какая у тебя тачка? У меня Jack IEV7S. Да, вот это был он, это был я. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Удачи вам и пока. Так, у нас сегодня с вами 24 сентября, и мы, кстати, знаем цены. Мы специально дописываем эту концовочку, потому что объявили цены на, собственно, этот самый Jack. И стоит он, к сожалению, господа, 2 300 000 рублей. Это совсем не то, что мы с вами калькулировали, и гипотетический плюс от той, грубо говоря, комплектации, которая была сравнима безбензиновым двигателем, составил практически 1 000 000. Есть вроде в интернете информация, что еще на эти машины есть УТТС. Это одобрение типа транспортного средства, в нем прописано количество экземпляров, так вот их вроде как 150 все это будет выпущено. Так что в любом случае наши китайские друзья сейчас ставят ставку на небольшие продажи. Если 150 экземпляров, как вы видите, потом можно все это будет растащить. В общем, в любом случае 2 300 это такая шокирующая цена. До 2, я бы сказал, было бы справедливо. Все остальное покажут продажи, хотя с такой ценой вот прямо... Но я уже много раз про это говорил, там за кадром мы с людьми обсуждали, что на самом деле Китай — это люди, у которых такое огромное количество денег, что они могут себе позволить выйти на рынок, поэкспериментировать, а дальше или снижать цену, или просто уйти с рынка и подождать лучших времен. В любом случае, теперь мы с вами точно знаем, что этот автомобиль стоит 2 300 000 рублей. Спасибо еще раз, что смотрели, удачи и пока.